Добрый день, уважаемые пчеловоды! Это пасека Лаврова, Витебская область. Я убежден и уверен, что многие пчеловоды интересуются и озабочены тем, как быстро найти маточку, когда формируют отводок. А если это много семей, и нужно сформировать отводков много, нужно производительно эту работу выполнить, быстрее это все сделать. Значит, я вам познакомлю с одним способом, которым я пользуюсь, когда отыскиваю маточек и в основной семье при формировании отводков. Сегодня мы сделали семью с утра, сделали отводок и не нашли маточку. Такое и у нас бывает. С первого раза мы маточку не отыскали. Мы сформировали отводок, все как положено, семью дополнили сушью и пошли работать в другие семьи. Спустя 3-4 часа мы пришли назад к этой семье, обратились. И смотрите, как я определяю быстро, где находится маточка. Я открываю отводок и сразу обращаю внимание вот в этот отсек, где у нас свободно от пчел место. У нас гнездо здесь сформировано. Я сразу определяю, видите, здесь пчел нет. Свободно, пчелы сидят в гнезде. И обращаю внимание на прилетную доску и на литок. Тоже пчелки не вылазят, не выкучиваются, не бегают. Значит, вот быстро. Я определил быстро, где находится маточка. Маточка находится в отводке. Мы еще посмотрим тот вариант, когда здесь пчелки и когда маточка находится в основной семье. Но в данном случае, вот мы сейчас посмотрим, эти рамки проверим и попытаемся отыскать маточку, так, чтобы вы убедились, что я прав, что мы быстро определили. Мы не отыскивали в основной семьей маточку, заново не искали, а сразу определили, что маточка находится здесь, в отводке. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, здесь. Здесь нет. Последняя это рамка с водичкой, с сушью. Вторая рамка с конца. Вот маточка. Придержите, пожалуйста. Вот маточка, видите, пчелки спокойно работают. Маточка на медовой рамке, она уже даже начала работать. Уже отыскивает себе место. Вот о чем я вам хотел сегодня сказать. Но мы на этом не закончим. Вот мое обучение. А сейчас посмотрим семью, где у нас пчелы в этом тамбуре, в отсеке. Так, закрываем. Ну, мы сейчас подойдем к другой семье, где мы маточку тоже не нашли. Но мы по особым этим приметам мы определим, где все-таки маточка в отводке осталась или в основной семье. Сейчас вы увидите. Мы уже знаем примерно по этим приметам. Значит, сразу мы смотрим отводок. Если как в предыдущей семье спокойно пчелы, там нет, пчелы сидят в гнезде и в отсеке нет, и на прилетной доске. Да, сразу на прилетную доску смотрим. Видите, пчелки выкучились и ползают. Это вот спустя время, там 4 часа, когда мы начали. Теперь смотрим. Вот смотрите, что делается. Пчелки сидят, пчелки вылазят. У меня из-под утеплительной доски там место есть, пройти можно. И пчелки выходят оттуда, выкучиваются. То есть сразу признаки эти, маточки здесь нет. Мы даже и не смотрим сюда. Мы даже сюда не смотрим, нужно отыскать маточку там, где она есть. А где маточка есть? Конечно, осталась в основной семье. Эту семью мы закрываем пока временно.
чтобы не волновать пчелок, мы знаем, что здесь маточки нет. Вот как быстро нужно определить. Маточка находится в основной семье. По всем признакам маточка здесь. Ее быстро можно найти. Почему? Потому что мы часть расплодных рамок туда с пчелами взяли. Мы стрясли туда пчелок с открытого расплода. Здесь пчел меньше. Уже проще найти здесь маточку. Но лучше находить не в тот момент, когда мы расформировали, отводок сделали, а уже спустя какое-то время, там 4-5 часов, чтобы эта семья успокоилась, тогда маточка выйдет снова на рамки, а мы ее нашли, скорее всего. Почему? Потому что бывает, маточка на стенку уходит, мы на стенках не можем ее, там много пчел, семьи сильные, поэтому, когда успокоится семья, пчелки соберутся на рамках, стенки уже освободят, пчелы перейдут на рамки, их все-таки мало здесь уже пчелок. И здесь уже легко найти маточку. Вот я вам рассказал из своего опыта, какой я прием применяю при отыскании маточек. Почему? Потому что мне нужно как можно производительней растратить свое время, чтобы как можно больше отводков сделать за дневное время. Поэтому я вот так пользуюсь. Я нахожу маточек в основной семье, пересматриваем быстро. Я вам показывал. Конечно, если вы начнете делать по принципу, да не будем отыскивать маточек, мы сразу туда рамки расплодные с пчелами, сыпем еще 2-3 рамки, а вось она туда попадет. Нет, вы формируете отводки и отыскиваете расплодные рамки. Вы быстренько смотрите. Когда опыт у вас придет, вы будете быстро находить маточек. Но в том случае, когда она уйдет на стенку, тогда вы не найдете эту маточку. Вот в таком случае вы тогда пользуетесь этим приемом. Подходите через 2-3 часа, а лучше через 3-4 к отводку, и сразу по этим признакам вы будете знать, где маточка. Здесь, в отводке или в основной семье. И тогда вы быстро, точно найдете маточку. Я вам показывал. Ко всему сказанному, я бы хотел поблагодарить моего подписчика Ивана Белкова, который угостил меня чашкой кофе. Это, конечно, образно сказано. Он стал спонсором моего канала. Спасибо тебе, Иван, что поддерживаешь мой канал, его развитие. А всем моим гостям, моим подписчикам желаю активно участвовать в жизни моего канала, участвовать в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь. Лето впереди, я буду с вами делиться своим опытом, раскрывать свои тайны моей работы. До свидания, до скорой встречи.